В принципе, зря останавливал. Они не полностью показаны здесь. Так что можно было не полностью показывать. Так, тестируем, что у нас здесь получилось. И если да, то вот эти вот данные, результаты мы закинем в десктопный. Он идет туда, чтобы помочь мне оплатить. Мило, мило. Суды через VLS все равно уходит в фон, требует интерактивного подтверждения, выполнив PowerShell вот это. Окей. Сейчас выполним. Надо запустить новый терминал, потому что мы только поменяли правила. Это уже новый терминал вроде бы. А сейчас попробуем запустить там, где мы в администраторе. А как открыть? Тут плюсика дополнительного нет. Ну окей. Сейчас тогда правой кнопкой запустить как администратор. И попробуем просто запустить. Вроде бы сработало. Это закрываем, чтобы... Это закрываем. А здесь продолжаем. Готово. Так, тестируем. Барабанная дробь. Ошибка. Ну, то есть через костыли мы уже подключились. И у нас все работает, здесь связка работает. Надо просто пополнить и все сделать. Но хочется уже... Ну, не то чтобы перфекционизм, да, но хочется уже сделать все правильно, красиво и хорошо. Чтобы вам было проще повторить эту связку. Так, ну тут я уже замазывать не буду, это не весь ключ, там еще он длинный продолжается. Test environment could not determine Hermes agent version. Hermes version failed. Hint, make sure the Hermes CLI is properly installed and functional. Warning, Python not found in POS. Info model правильно. API CLI найден. Provider after... Окей. А как он находит тогда правильный Python для выполнения? Или почему? Давайте мы его просто пропишем. Python. Python версия 3.6.8. Клауды, да.
Сделай так, чтобы на компьютере установлено две версии. Вот эта вот старая, которая устанавливается запускается по команде Python автоматически, и более новая. Сделай, чтобы более новая версия по команде Python запускалась первой, а не это. Перепропиши приоритеты в путях или где они там. Так, где мы были? Ну, скопируем ему, чтобы ему было понятно, о чем речь. Так, все попытки через клауды уходят в фон суда. VLS требует TTU, выполни сам через терминал. Окей. Это можно. Если здесь у нас сработало администратор Windows PowerShell, то и здесь может сработать. Или не сработает, тогда мы просто попробуем повторно ему. Так, здесь мы прописываем правильный Python. PowerShell не любит and. Давай одну чистую строку команду. Давай. Готово. Так, и здесь. Пробуем здесь. А то хочется, чтобы все чистенько было. Вот. Проверка. Да. А здесь у нас что? Ну, когда зелененькая, мне нравится, конечно, что все получается так. PowerShell command. В общем, прописываем Python, чтобы был не 3.6, а 3.14 автоматически. А здесь прописываем, чтобы правильно VSL Hermes запускался. Пользователю в группе sudo, но пароль все равно требуется. Открою Ubuntu. Открою в Ubuntu не PowerShell и выполни там. Как открыть Ubuntu? Ubuntu, он открыт. Да, пароль требуется, поэтому мы не могли через Windows это сделать. Вроде не записывается, что я ввожу. ln missing file, что? Ага, вроде бы все запустилось. Готово. Нашел лобби версии. Добавляю. Да, добавь. Так, пробует. Ну, то есть во всяком случае агент вроде бы работает, сам Hermes. Мы его подняли успешно. В Ubuntu он поднимается и работает. Так, а здесь параллельно настраиваем, чтобы Hermes запускался по простой команде VLS Hermes. А здесь, чтобы по команде Python загружалась версия 3.14, а не 3.6. Так, он говорит, что готово. Давайте проверим. Python минус-минус version enter unknown. Ну я просто неправильно написал. Version. Так, 3.6. Ну нет, вроде бы я только создал этот. Ну да, не работает. Значит, еще. Проверь.
Пусть сам проверит. Symlink все еще не создан. Нужно убедиться, что команда в Ubuntu выполнилась правильно. Проверь в терминале ls, la, user bin. Так. Но нам, наверное, надо завершить этого агента, запустить заново Ubuntu и ввести эту команду. Так, а здесь у нас что? Он проверил. Так, прямо в этом терминале выполним. Выполняю. Он мне пишет ls missing file open, а потом все пропадает, а потом загружается непосредственно сам Hermes. Да, ой. Я думал, оно все пропадает, но на самом деле вот я могу все скопировать и вставить в него. Пусть читает, он умный и легко объемы такие проглатывает. Все работает в новом терминале Python версия. Так, ну, допустим, это старый терминал. Мы копируем эту команду, закрываем этот терминал, закрываем этот терминал, открываем новый терминал, вставляем, запускаем. Допустим, здесь мы запустим. Нет. Нет, новый терминал. Удали Python 3.6.8. Пропиши путь только к актуальному. Окей. Вижу две проблемы. Команда ln сломалась, пути разбились на несколько строк, терминал перенес, Hermes запустился автоматически после этого. Важно, вставь как одну строку без переносов. Ага, окей. Получается, из-за того, что у меня было здесь разбито на несколько, то он мне тоже разбивал там в Ubuntu. Готово. Так. Удаляем старый Python, потому что 3.6.8, по-моему, он автоматически с чем-то он остановился. И, функционально он не нужен. То есть, по-моему, последние версии, которые там могли быть нужны, там 3.10 для работы с изображениями какими-то там требовались в каком-то проекте. А 3.6 я не помню, чтобы где-то вообще мог быть нужен. Тут что-то прикольное работает. VLS Hermes Version. Сейчас попробуем. Может, у нас получилось это все создать. Так. Ура! Сейчас мы вот это. Результат. Спасибо! А мы закинем в десктопную версию. Пожалуйста, хорошо. То есть мы вот этот, наверное, ответ скопируем в десктопный и отправим. А он что-то еще пытается делать, да, там? То есть он что, продолжает работать над этим файлом? Что он тут делает?
Я хочу, чтобы он перепрописал более чисто пути к команда, как запускать этого агента. И мы посмотрим, чтобы он запустился. Так, этого я, наверное, перенесу сюда и буду смотреть и диктовать вам, если он что-то сделает. Здесь мы сделали то, что хотели. У нас получилось настроить короткой командой запуск Гермеса из-под виртуального Linux, чтобы он запускался просто простой командой. Вот VSL Гермес, если мы открываем новый терминал, прописываем его, то он вот просто запускается успешно. Как меня слышно? Инициализирует какого-то агента. Мы пока позакрываем то, что уже сработало успешно. Отличная новость от пользователя. Symlink установлена, VS Hermes работает напрямую, это упрощает все. Ну да, я старался упростить все. Давай обновим Hermes CMD под новую реальность и запустим Hermes CMD нам все еще нужен. Зачем он нам сейчас? Ну, то есть вот здесь вот мы написали, как меня слышно. Он попытался запросить информацию с сервака. И ответ: закиньте денег на счет. То есть, во всяком случае, по короткому имени он уже запускается. Так, администратора тоже закрываем. У нас уже так вот, уже успешная серия пошла. И сейчас я сюда вот скормил, что мы уже настроили VSL Hermes. То есть вот сюда вот можно прописывать вместо чуть-чуть ниже. Сейчас он прокрутит, я думаю, сам. Вместо длинного вот того вот пути и той обертки, которую он создавал, VSL Hermes все-таки мы смогли прописать так, чтобы оно отрабатывало. Так, ну и в том числе мы перепрописали, я надеюсь, кстати, давайте проверим, что у нас здесь. Так, это Ubuntu, это обычный наш. Давайте мы его сделаем маленьким. Нам единственное, что хочется здесь проверить, это открыть новый терминал и написать Python version 3.6.8. Ничего не сработало. Python у нас все еще не нужной версии, неправильной. Ну просто он еще не изменил это. Хорошо. Это у нас вертится Pepper клип, сервак. Пусть будет запущенным. Так, запустить, да. То есть мы еще чуть-чуть там докручиваем до окружения, чтобы поставить правильный. Так. Это у нас запустился PowerShell. Пока что еще Python неправильный. И пока что Hermes версию не может проверить. Так что все пока плохо. Но он же должен был прописать правильную формулировку внизу. Пока что он сюда еще не дошел, туда. Ну он завис из-за того, что сокращает нашу беседу, чтобы продолжить диалог.
Так, Python 3.6 убран. И надо перепрописать новые пути. Давайте глянем. Три 14. Отлично. Сейчас, если мы протестируем здесь окружение, то Python 3 not found in path hint Hermes agent requires Python 3.10 install it from Python.org. Я думаю, здесь надо его обновить. Просто вот так вот обновить и заново. Я не понимаю. Так, а он запускает Python 3. Мы написали Python version, а он Python 3 version. Сейчас вот это скопируем сюда. И вот это скопируем сюда. И покажем ему, что, наверное, он запрашивает Python 3, и что должно быть прописано и Python 3, чтобы он корректно отрабатывал. Ну да, то есть просто псевдоним сейчас создадим и все. Чтобы это окружить. Но, кстати, да, это вот искусственный интеллект, если ты меня слышишь, это надо вынести в анонс то, что люди научатся делать, что Paperclip запрашивает не просто Python, а Python 3, и если просто Python 3 не прописан дополнительно, то он не сработает, и надо отдельно прописывать Python 3. Ура! У нас получилось. Так, еще раз тестируем. Что он там пытается сделать? Timestamp не изменился, кнопка. Кнопка не срабатывает при прокрутке. Давай прокручу вверх и точнее нажму кнопку. Так, мы вначале обновим Test Environment, и все равно Python 3 не срабатывает. Но мы физически проверили, что вот Python 3 не срабатывал, не был найден. Сейчас у нас здесь Python 3 срабатывает, и Python просто тоже срабатывает. А как он должен обновиться, чтобы увидеть это изменение? Что кроме перезагрузки физически, значит, надо остановить сервер. Но не могут же они так глупо построить систему, что надо остановить сервер и перезапустить его. Открой папку автозагрузки. Win11. Так, а этот настырный какой, он что-то у нас тут делает. Перехожу в Issues, чтобы найти задачу, вижу, назначен Hermes Dev, открываю задачу, перехожу напрямую. Отличная новость, вижу 4 запуска, 3 failed, последний success. Задача выполнена, нажму на успешный запуск, чтобы посмотреть результат. Он не то делает, что надо. Мы ему дали задачу. Что мы уже все правильно переписали и задали вопрос. Остановим и скормим ему эту задачу. Потому что я хочу понимать, агента он должен донастроить, как я понимаю, что он должен в ls Hermes
написать там, здесь написать. Да, Hermes SMD все еще нужен, и вот почему. Paperclip — это Windows процесс, Node.js на порту 3100 в поле адаптера config command. Он ожидает путь к Windows исполняемому файлу. Когда Paperclip запускает задачу, он делает примерно так. Spawn. Paperclip не умеет сам вызывать VSL, ему нужен CMD файл как мост, даже если VSL Hermes работает из любого терминала. Это потому, что ты сам набираешь команду. Paperclip же вызывает только Windows Executable, Hermes CMD, и есть этот мост, он принимает вызов от Paperclip и передает его в VSL. А теперь отличная новость. Пока я занимался конфигурацией MUA 6, уже выполнено. Вижу, Paperclip запущен со статусом Succeed. 10 минут смотрю детали прямо сейчас. Транскрипт очень длинный. Читаю весь текст страницы, чтобы найти, что именно создал агент. Ну, вот рабочий стол. Мы нажимаем F5, и ничего он не создал. Так что можно сказать, что он ничего не создал. Так, а Python у нас вроде бы уже работает здесь, так что эта задача тоже выполнена. Но мне хочется посмотреть тест environment, чтобы там это все появилось. Вот у нас автозапуск Paperclip, который прописан у нас в видео в предыдущем. Так, ну, эти уже у нас все отработали, то есть у нас вот это еще сервак крутится, Paperclip. Если мы его остановим, то он должен упасть, я так понимаю. И может быть тогда мы сможем пересмотреть варианты, как у нас прописан Python и правильная ли версия загружается. Вижу важную деталь. Агент запустился, показал приветствие. Файл не создан, нужно посмотреть, что происходит. Фейл запуск, смотрю. Run последний фейл перед success. Отличная картина, вижу. Это реальный запуск задачи. Открываю его. Ну, в общем, надо просто оплатить ZAI. А меня как-то смущает, что в окружении он не видит версию Гермеса, в то время как мы прописали, что из терминала мы можем ввести WS как $L пробел Гермес минус version, и все будет видно, но Paperclip почему этого не видит. И также у меня возникает вопрос насчет Python. Он требует 3.10. У нас уже установлен 3.10, а он этого не видит. Давай ты сейчас вот сосредоточишься именно на окружении, чтобы мы добили вот эту задачу по-красивому до конца. Возможно это сделать или нет, и если да, то что мы должны доделать? Так, вернемся там, где он находится. То есть, получается, вот этот Гермес мы в любом случае должны использовать. Сейчас я его попытаюсь открыть. Если там нету API ключей, то я его вам сброшу куда-нибудь, чтобы вы могли воспользоваться, если вам будет полезно. Сейчас я гляну.
если там ключи личные или нету. Edit with Notepad. Нет, там ничего нету. Вот так вот выглядит этот файл, то есть можете просто сделать скриншот с экрана, если вам необходимо. И вот эта вот обертка позволяет вызывать Hermes внутри Linux. Так вот, ну то есть вот здесь вот он вызывает эту команду. И все срабатывает. Так, я сейчас гляну еще остальные файлы. Нет ли там... здесь прописаны уже точные ключи. Я могу просто ключи стереть и вам сбросить эти файлы. Может быть, это будет полезно. Да, значит, здесь ключи мои хранятся, а здесь... вроде бы нет. Хорошо, да, это будут полезные вам файлы, чтобы вы смогли легко повторить то, что я сегодня сделал. Так что тогда я постараюсь тогда дать прямой доступ к этому. Хорошо, он пытается что-то сделать здесь. Отлично, из консоли вижу, адаптер конфиг уже правильный, но проблема в том, что при реальных запусках Hermes использует GLM 4.6 из своего. Теперь отвечаю на твой вопрос по существу. Да, все можно исправить, нужно 3 вещи. Version, реальный VSL Hermes Version, а не моя заглушка эхо. Bash ls, login shell, тогда корректно разворачивается home будний веб-код блогера, и set обновляет правильный файл. Seed, set. VSL Hermes вместо bash C Hermes, прямая передача аргументов без пробелов с bash кавычками. Обновлю Hermes CMD. Теперь нажимаю Test Environment. Еще раз повторяем, что версия, проверяем, что версия обнаруживается. Так, timestamp, новый тест запустился, но все еще падает. VSL Hermes Version либо не работает в этом контексте, либо Paperclip проверяет иначе. Нужно найти исходник Paperclip. О, красавчик. Ищет как Paperclip. Это все-таки open source. Действительно, можно проверить. API 404. Test Environment использует Next.js. Сервер Actions. Нужно перехватить реальный сетевой запрос. Ставлю монитор и нажимаю кнопку. Очищаю сеть и нажимаю кнопку. Ловим реальный запрос. Нашел реальный endpoint. Post API. Companies. Адаптер Hermes Local Test Environment. Читаю полный ответ. А вот истинная причина. Paperclip ищет Hermes напрямую в Windows Pass как нативный бинарь, а не через наш Hermes. Нужно сделать Hermes видимым в Windows. Самый чистый... Хорошо. Мы тогда вот это и скормим. А что, он может сам положить Hermes CMD в папку, которая уже есть в пас пользователя? Да, это хорошо. Да, делай.
Папка доступна, создаю Hermes CMD. Здесь форвардер к основному скрипту в ZAI. Теперь снова проверяю тест environment. Все сломал. Или нет? Так, Hermes CMD создан, но Paperclip все равно не видит Node.js без shell true, не находит CMD файл, нужно найти исходник адаптера, чтобы понять, что именно ищу Paperclip. Да, разрешаю доступ к папке. Но и Python почему-то не находится, а он уже точно установлен. Ну да, и Python 3 версию выдают. Все нормально. Так, разрешить. Попробуем то же самое скормить. В браузере. Да, разрешить. Тоже в пас нужно найти источник Paperclip, чтобы понять механизм проверки, еще где установлен сервер. Окей, да. Стратегия правильная. Ну, и этот тоже делает самое. Может, незачем стремиться к такому идеалу, чтобы все здесь зелененьким было. Не красненькое и хорошо, работает и хорошо, просто пополните все и работать себе. Ну, если за 10 минут не справимся, то просто остановимся с этим.
Тогда ближайшее действие будет это пополнить ZAI и создать, ну, какой-нибудь там файлик, там создай приветственную страницу, там HTML на рабочем столе. Ну и посмотрим, что он создаст. Так, теперь картина полная. Смотрю Hermes CLI, константу и run child process is adapter utils. Ну, смотри. Игра на перегонке одну и ту же задачу выполняют два агента. Первый Cowork Cloud Desktop, а это Cloud Code в терминале. Cloud Code, я думаю, справится быстрее. Нашел Hermes Paperclip Adapter Dist Server Test JS. Читаю. А может быть и десктопные лучше справятся. Посмотрим. Что делает десктопный? Он смотрит, как проверяет окружение непосредственно сам Paperclip. Так, ну, этот разобрался, как мы тут настроили обертки, чтобы обычный Windows при запуске команды обращался к Linux и Ubuntu, и чтобы все случалось. Нужно исправить только test.js, добавить shell true в оба вызова, exec файл async, файл npx кэша мутабельный. Причина найдена, ясна? Так, а это вот другая стратегия. Exec файл не запускается, CMD файлы, нужен exe, проверяю Hermes CLI, константу, как используется команда в run.js. Теперь понимаю все, нужно посмотреть, как execute.js запускает Hermes. Ну, а этот говорит, давай просто перепишем, как тестируется все. Для того, чтобы все правильно тестировалось. То есть мы вместо того, чтобы настроить окружение так, чтобы тест срабатывал, мы меняем тест, чтобы он искал там, где нужно. Это радикально, конечно. То есть если будет обновление окружения, допустим, обновление Paperclip, то это слетит после обновления, но сейчас, чтобы все красиво запускалось, будет красиво запускаться путем того, что мы изменили то, как делаются тесты. Окей. Hermes работает, exit 0, версия, но есть проблема с config YAML, невалидный YAML на строке 2. Это мешает Hermes загружать конфиг, и поэтому они выглядят как вложенные в скалярное значение model, что невалидно, предупреждение.
GLM 4.5 Flash. Исправляя провайдер base, должны быть на корневом уровне. Default — это старый артефакт. Мне не нравится, что сейчас происходит. У нас успешно загружалась та модель, которая нужна. Сейчас оттестируем. Как там? OSL, Hermes. Успешно загружается, все нормально. Подожди, перед тем, как что-то делать, расскажи мне, что ты пытаешься сделать и почему. Как ты видишь, что есть какая-то ошибка и что ты пытаешься исправить? Как ты это понял? Нет. И вставляем сюда. Чего он не вставляет? Вставляет. Да, сейчас почему-то не запускается. Так, хорошо, объясню все пошагово, что я вижу и почему. Проблема 1. Test environment в Paperclip падает с end. Как понял, почитать исходник Hermes Paperclip Adapter, this server test.js. При npx cache там функция check CLI installed делает await exec file async command version timeout 10. На Windows не находит cmd.bat файлы, только exe. У тебя Hermes в pass есть только как Hermes bat и Hermes cmd, но не как Hermes exe. Отсюда и no ent, что я исправил, добавил shell process platform win32 к двум вызовам. Exec файл async в этом файле, это безопасно, только включает поиск через cmd.exe на Windows. Проблема 2. Config YAML, невалидный YAML, как понял, запустил VSL bash VLS Hermes version и увидел warning failed to load config mapping values are not allowed here in home config line 2, column 2, потом прочитал сам файл. Начало файла выглядит так. Модель и default. В YAML модель 4.5 flash это скалярное значение, строки со сдвигом default provider base URL под скаляром невалидный. YAML парсер видит ошибку и весь конфиг не загружается. Именно поэтому Hermes использует GLM 4.6 вместо GLM 4.6.4.5 flash. Он не читает этот файл. А что я хотел сделать, исправить эти строки так, чтобы провайдеры base URL были на корневом уровне. Вот тут вот пробел откуда-то выскочил, да? Default GLM 4.6 убрать, это старый артефакт. Да. Теперь я понимаю, что он делает. Что и где испортилось, не знаю. Так, это что-то пытается сделать. Пока мы не запустили наши правки здесь, не одобрили их, мы тестируем окружение здесь. У нас по-прежнему все так же. Давайте здесь остановим и продолжим с
с этим в командной строке. Cloud код. Да, повторить, наверное, будет не так просто, потому что мы тут мучились, чтобы это все поднять. Надеюсь, вы посмотрите, скачаете там транскрипт, загоните в искусственный интеллект. Если не получится, то надо будет какие-то скриншоты ему скормить из этого видео дополнительно. Предупреждение о YAML исчезли. Конфиг теперь валиден, что исправлено. Ну, давайте попробуем. Какой мы запрос вводили? VSL Hermes. Закрываем здесь, открываем, вводим. GLM 4.5 Flash. Какие вообще модели там есть? 4.5 Flash это, по-моему, не та. А 4.6 нам нужна. То есть он работал на 4.6, и мы это испортили. Нам именно 4.6 нужна. Нужно, чтобы работал на... А 4.5 это очень простая модель. Это типа как Хайку. Так, чем мы его запустили? VSL. Открываем новый терминал. Готово. Так, давайте проверим. Да, GLM 4.6 отрабатывает, все хорошо. Мы вернули правильную модель. Теперь, если дать все файлы для настройки системы подписчикам, то что мы сейчас используем? То есть как мы подняли связку, ты уже разобрался, как мы сделали связку между Linux, Гермесом, установленным там, обертку, чтобы оно срабатывало через PAS, и чтобы это все срабатывало в Paperclip. Какие файлы? Дай мне прямые абсолютные пути до файлов, которыми я должен поделиться с подписчиками, чтобы у них это получилось все просто. Вот они вот эти файлы просто сгружают куда-нибудь там в свой искусственный интеллект. Это могут быть настройки Paperclip, это могут быть настройки связок наших, чтобы им упростить жизнь, чтобы они вот просто скачали, загрузили эти файлы в искусственный интеллект, допустим, в Cloud Code или там в любую другую искусственный интеллект, и чтобы облегчить им жизнь по настройке вот этой связки Hermes с Paperclip. В Hermes получается ZAI с настроенной вот этой вот моделью, которая оптимизирована для создания кода. Подумай, проверь, поищи информацию, давай мы подготовим все и дадим нашим подписчикам, зрителям максимальную пользу от того, что мы сейчас сделали. Так, мы протестируем окружение. По-прежнему все плохо. Но я так понимаю, что в любом случае все равно все работает. Все задачи должны выполняться.
This command requires approval. Да, разрешить для всех в будущем тоже в рамках этой сессии. Так, и надо будет тогда еще выбрать, на какую модель подписаться. GLM Coding Plan. 5.1 какой-то. Ну, получается, у меня уже есть Cloud Code за 100. И получается дополнительно доплатить 72 за дополнительно GLM Coding Plan. И он говорит, что я получу в 3 раза больше. Ладно, ну это потом уже выберем. Давайте сейчас добьемся вот этих моментов, что здесь, чем с вами поделиться. Install Hermes, установка Hermes VSL, запись конфига, обертка, чтобы тест environment работал на Windows. У нас еще не до конца работает связка. Сейчас я тестирую environment внутри Paperclip, и он не обнаруживает как Python. Хотя Python, если в обычном терминале ввести Python и Python 3, то они обнаруживают Python 3.10+, но он говорит, что это не так. То есть я не знаю, что делать. Хотя я знаю, может быть, просто перезагрузить его, хотя он же не может так тупо работать. Но, тем не менее, заходим в наш терминал, в первую вкладку, и рубим ее. У нас должен упасть полностью Paperclip, потому что сервер его не поддерживается. Failed. И мы заходим в наш стартап и перезапускаем сервак, который запускается автоматически при входе внутрь нашего пользователя. И пробуем оттестировать environment. Ура! Просто надо было перезагрузить окружение. Все. Он пытался еще что-то там менять, но мы ему скажем, что уже все огонь, все работает, все классно. Остался один момент, модель Paperclip все еще ZAI 4.5 Flash, нужно изменить ее в настройках агента. Что? Да, действительно. Это так, 4.5 Flash, а надо 4.6, да, получается? Какая у нас там отвечает за 4.6, 4.7. Какая модель равна с
Sonnet Cloud. GLM 4.6. Ну да, 4.6, да, так что пусть тогда делает. Отлично, тест прошел. Да, сделай. Ой, ну такое облегчение на самом деле. Так неприятно перед зрителями сесть в лужу, что что-то не получается. И когда я увидел, что уже все зелененькие, такое приятное чувство. Так что у меня получилось с боем, и у вас получится сейчас. Насохраняю файлов вам, которые наработал. И, может быть, у вас связка тоже легче получится. Легче, чем у меня, потому что уже будут какие-то готовые результаты. И, может быть, я еще попрошу сделать ТЗ-ху, пояснение, readme файл, и все файлы вместе сгрузите в ваш искусственный интеллект, и у вас поднимется эта связка. Намного легче, чем у меня. Ну, в принципе, если все равно запускается 4.5, 4.6, какая разница? Сейчас попрошу все файлы для вас. Все файлы, которые могут быть полезны пользователям, дай мне абсолютную ссылку на них, и в том числе они будут работать при помощи искусственного интеллекта. Дай развернутый план, пояснения, как этим всем пользоваться. То есть у всех пользователей будет так же, как и у меня, Windows. И да, я тебе сейчас еще дам ссылки на эти проекты, чтобы у них это все было. Да, но еще вот это, и накопируем вот этих вот ссылок. Это полезненько, чтобы уже сразу все было. И, наверное, вот эта вот ссылка тоже может быть полезной. Пусть она будет в инструкции. Пока он здесь кодит, создадим какой-нибудь гитхабовский проект открытый. Репозиторий создадим. Новый. Как бы его назвать? Paperclip. И Hermes Paperclip адаптер. Связка. Link, или как его назвать.
Как на английском языке будет связка в плане того, что я связал два эти продукта между собой, чтобы они вместе работали? Так, integration. Ага, да, integration. Пусть будет integration. Public, да. Лицензия. Пользуйтесь как хотите, только на меня ссылку давайте. Так, создать репозиторий. Скопировать ссылку. Затащить это все в... Сейчас исправляет, нам там все упадет. Что ты делаешь? Так, git, клон, мои проекты, вставляем, открываем, клонируем в этом окне, доверять проекту. Вводим пароль. Вот откуда Python 3.6 устанавливается. Давайте посмотрим, что он. Не сломал ли он связку? Нет. Python 3.14 у нас подтягивается. Ничего не сломал. И Python 3 version то же самое подтягивается, все окей. Так, пытаюсь изменить модель агента в Paperclip с GLM 4.5 Flash на 4.6 через API, но не знаю правильный endpoint для патч-запроса. Найди в поиске, что я тебя просил про пользователей, про зрителей. Дай мне ответ, что я у тебя просил. Ты просил дать абсолютные пути для файлов, которые поделиться с подписчиками, чтобы они могли повторить связку Hermes ZAI Paperclip. Я ответил, что у текущих файлов есть проблемы, захардкоженные API-ключи, и предложил подготовить чистые файлы, но ты не ответил на это, и мы ушли в другую сторону. Хочешь сейчас этим заняться? Я подготовлю install Hermes VSL, чистый Power. Да, я хочу, чтобы ты подготовил эти файлы. Без моего ключа.
При этом я думаю, что было бы хорошо, чтобы ты дополнительно еще к этим файлам создал инструкцию. Пользователи, скорее всего, загрузят эти все файлы в искусственный интеллект, то есть не создаваем какие-то скрипты, которые будут что-то разворачивать и что-то делать, а дай наши готовые файлы, просто убери мои API-ключи, и вот те файлы, которые мы используем, просто их мне дай. Если это позволительно, в первой строке в файлах прописывая, где он у нас лежал. Ну, то есть это должен быть комментарий, чтобы люди понимали, где этот файл должен был лежать, чтобы все срабатывало. И в текстовом файле, ну, допустим, readme md, опиши общую инфраструктуру, как что все должно быть настроено, чтобы все поднялось и чтобы все сработало. Если тебе необходимо прочитать какую-то документацию, то я тебе сбросил там ссылки сразу на все. Все ссылки на официальную документацию ты, пожалуйста, добавь туда. То есть вот здесь есть ссылка на Hermes, здесь есть ссылка на Paperclip, здесь есть еще ссылка на то, где искать API-ключи, потому что они вообще очень в непонятном месте сохранены. И вот здесь еще ссылка, где настраиваются агенты. То есть все вот эти вот ссылки ты, пожалуйста, людям дай, чтобы им было чуть-чуть легче, чем мне настраивать это все окружение. Вот, да, займись, пожалуйста, сейчас именно этим. Так, попробуем подготовить для вас хорошие файлики, закинуть на Git и успех. Ну, там надо оплатить, но для этого еще надо выбрать план. Выбор плана — это, наверное, будет отдельное видео, потому что здесь мы хотели настроить связку Paperclip с Гермесом и оттестировать создание какого-то одного файла простого. Связку вроде бы мы оттестировали, она работает. Давайте еще раз тест environment. Вроде бы ничего не сломали. Я думаю, это там потом как-то где-то исправим. Не принципиально. Я хочу, чтобы он не здесь это все делал, а чтобы он сделал это все здесь. А вот директория, которую я создал для пользователей. Здесь отсюда будет делаться коммит, который будет публично доступен для зрителей. Все файлы, пожалуйста, создавай сразу здесь, а не там, где ты хотел. На самом деле настройка оборудования — это окружение, это сложно. И потом создавать код, мне кажется, что намного проще, чем просто устанавливать это все окружение. Так что если вы сможете настроить окружение, это, я не знаю, это там 90% для того, что дальше вы справитесь. Да, разрешу ему создавать все файлы здесь, все, которые нужны. Ну и вставить свой API-ключ.
Так что, в принципе, он вроде бы все правильно выписывает. Смотрим, что здесь. Он подсоздал уже 4 файла. Ctrl-Shift-A, и они все уже добавлены в отслеживание в Git. И вот здесь мы их закоммитим. Вы их сможете получить и использовать. А это не страшно, то есть как их использовать. Это просто будет в YouTube ссылочка. Вы по ней кликните, и у вас появится вот что-нибудь такое. И здесь будут файлы. И на них можно будет нажать и скачать. Вот вы на них нажимаете и, допустим, скачать. Download, raw файл. Или там сразу скачать весь проект. Download zip. И вы скачаете к себе на компьютер, распакуете и загрузите в искусственный интеллект, и он вам все поможет сделать. Предложи мне текст коммита, что это может быть. Хотя я не знаю, на русском языке надо или на английском. Первое идет в видимую часть, второе идет в часть, которая видна после того, как уже вы тыкнули в коммит. Так что первоначальная настройка, интеграция Hermes Agent, Paperclip, ZAI. Делаем в одну строчку. Или как там не меньше, раз, два, три, не меньше 3 пробелов, если это пробел. Окей, давайте так сделаем. Тут плюс, тут все понятно. Выбираем все, заливаем. Push. Проверяем, что здесь в YAML точно моего API нету. Тут тоже нету. По поиску сейчас введем. Ну да, вот у меня API ключи, по-моему, вот здесь вот хранились. Так, пролистаем ниже. Ну да, все. Вроде бы все хорошо. И readme, официальная ссылка и все остальное. Вроде чистенько, аккуратненько, хорошо. Так, ну если вы досмотрели до этого момента, вы прямо герои. Я вас поздравляю. Если нравится контент, пожалуйста, ставьте палец вверх. Пожалуйста, подписывайтесь. Пусть у вас получаются финансовые результаты от веб-кодинга. Создавайте ваши проекты-миллиардники. Пусть все получается. Всех благ.